Здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре тестер батареек и аккумуляторов различных форматов и размеров от 1,2 вольта до 9 вольт с кодом товара 04246 фирмы Aneng BT138 модель. Это оригинальный продукт, который поставляется вот в такой упаковке. Ну, в принципе, в последнее время вот он в такой упаковке приходит. То есть может от партии к партии чуть она изменяться, конечно, но такая вот подарочная упаковка, так сказать. Мы сейчас рассмотрим основные его параметры и характеристики. Значит, в наборе идет вот такая инструкция. Вот она на английском языке. Тут и английский, и китайский язык есть. Значит, ну, в принципе, тут все очень просто. Нет смысла даже ее читать. Сейчас я покажу, что к чему и как она работает. Значит, она имеет вот таких вот две части, соединенных на гибком силиконовом кабеле. Эти части, контакты, они магнитные. Вот. Но магнит такой себе, посредственный, так сказать. Не сказать, что он суперсильный. Чуть-чуть магнитит. Нормально. Но всегда можно положить батарейку и зажать ее. Значит, вот эти вот места используются для батареек, аккумуляторов. Ну, я так понял, в инструкции написано до 4,8 вольта, грубо говоря, до 5 вольт, что бывает. И сейчас покажу действительно, что есть некоторые нюансы по его подключению. Эта часть рассчитана на более высоковольтные батарейки. Допустим, крона 9-вольтовая. Ну, даже так контакты сделаны. Значит, для теста возьмем тестер. Ну, хотя, конечно, простейший этот тестер, но хватит его разрешающей способности, чтобы продемонстрировать. Возьмем батарейки различные. Тут и старые, и какие хочешь у меня есть. Значит, вот, допустим, классическая 1,5-вольтовая батарейка. Вот, 1,38 вольт. Она чуть-чуть подсевшая уже. Подключаем ее между контактом. Плюс-минус. Если перепутаете, ничего страшного. Тут защита есть. Контакт немного клеится. То есть это контакт железный. Допустим, у солевых батареек у них не приклеится даже контакт, потому что они в основном сделаны из цинка. Подключили. Вот видим, 1,36, 37. Почему даже чуть-чуть на 0,01 вольта, но меньше? Потому что этот тестер имеет маленькую нагрузку. Такое оно в пределах 10 миллиампер. Я покажу это, что именно она работает. Вот магнит этот в принципе магнитится, когда она действительно железная. Так, вот это первый эксперимент, так сказать. Вот аккумулятор древний. Металлогидридный, наверное. Вот, 1,17 вольта. Но он даже до того, как еле-еле там 0,6 показывал вольта и не измерялся. Это я его немножко подзарядил чисто для того, чтобы показать. Вот, ну сейчас держит. Ну и то, видите, смотрите, стремительно падает. Оп, 0,64. Сразу видно, что этот тестер не производил нагрузки никакой на эту батарейку, аккумулятор. И он, это просто очень-очень убитый полностью уже аккумулятор. И он показывал ЭДС, грубо говоря. А этот тестер чуть-чуть его нагрузил, там каких 5 миллиамперами. И все, и он уже потух. Он даже уже не восстанавливается. И мы только что на наглядном примере увидели, на какой границе вообще сам прибор тухнет. То есть желательно измерять батарейки до 0,8 вольта. Вот. Это потому, что он сейчас плавно садился, поэтому мы зацепили и 0,64, там успели еще увидеть показания. Но если он вот так вот раз подключился и стартанул, то где-то только с 0,8 вольта. Я проверял на лабораторном блоке питания. Так, увидели. Вот не знаю, еще какой-то аккумулятор тоже, но этот, возможно, получше. А, это литий-ионный. Вот, кстати, да.
литионный 3,81 и держит хоть бы что. Формата АА. Кстати, таким образом можно даже и отличать, чтобы случайно, допустим, литионный не вставить вместо обычных батареек или аккумуляторов, чтобы не сгорел прибор. Вот батарейка, допустим, которая имеет собственный генератор, которая стабильно всегда 1,5 вольта выдает. Тут литионный аккумулятор 3,7-4,2 вольта, но преобразователь делает всегда 1,5 вольта. От Type-C заряжается, к примеру. Да, тоже железный контакт. Четко, 1,5 вольта. Эти такие аккумуляторы, имитаторы батареек, они всегда имеют одинаковые вот такие параметры. Характеризуются, кстати, эти батарейки тем, что обычно батарейки плавно садятся, а эти работают до упора всегда хорошо, а потом чирик, и прибор выключается, потому что срабатывает плата защиты и сам прибор вырубает. Так, а теперь вот, что я хотел показать. Допустим, есть же такие батарейки, 12-вольтовые, но это тоже старая батарейка. Тут какое-то остаточное напряжение есть, сейчас посмотрим какое. Вот, 11,37. Вот, и что будет, если подключить ее к вот этим контактам? Но, сразу забегая наперед, ничего не будет сейчас. Тут, учитывая контактик минус глубоко углубленный, я маленький болтик поставлю. На него минус. И сверху плюс. Оно показывает 8,000. Почему? Потому что граничное напряжение измеряемых батареек вот тут даже не 4,8, как пишут в инструкции, а 8 вольт. То есть вы сюда можете, ну, в принципе, там двойной литион измерить. Ну и то, если он свежезаряженный, он будет 8,4 вольта, уже не покажет вам. То есть вот на этой секции между двух контактов есть смысл измерять только батарейки до 8 вольт. Вот. И сейчас я еще покажу тоже такой эксперимент. Вот 3-вольтовая батарейка. Тоже старая и уже не рабочая. 3,1 вольта, как будто бы. Вот, это ее EDS. Но она уже совершенно, это с бэушного фонарика, совершенно уже не держит ток. И вот как это видно. Мы вроде бы и это видим, что она с напряжением, но когда подключаем, он даже не зажигается. То есть микроскопический ток, который он потребляет, и то не хватает, чтобы зажечь эту батарейку. Ну, зажечь этот индикатор. Все, то есть таким образом мы можем, допустим, в часовой мастерской еще и отсеивать вот такие батарейки. Ну, вдруг. Раз, сразу нагрузили, проверили. То есть то, что он имеет маленькую нагрузку, вот эту, там 5-10 миллиампер, это, я почему говорю через тире, так сказать, 5-10, потому что она плавает в зависимости от напряжения. Все, не рабочая батарейка. А вот есть тоже бэушная, я специально с прибора достал, но рабочая, то есть прибор работает хорошо. Сейчас, секунду. Тут было 7, наверное, уже тестер. Да, 3.03 он показывает. Это EDS ее, опять же. Подключаем. Вот он немножечко подгрузил. И не 3,1, а 2,7 вольта. Вот это его напряжение, реальное напряжение этой батарейки. То есть такое, как и будет, допустим, в часах, когда оно будет установлено в часы те же самые. Эти вот уже можно выкинуть полностью. Все, то есть тут до 8 вольт, как я и говорил. Можно, допустим, там стопочку этих батареек измерить. Ну, не стопочку, 2 штуки, 2, допустим. Вот, и последний эксперимент, это вот крона. Ну, у меня тут не крона, у меня литионный аккумулятор. Это там 2 банки. Наверное, 8,4 будет. Ну, вот она чуть разряжена. 7,87 вольта. Теперь берем этот тестер. Можно так, ой, не этими, вот этими контактами подключиться. Можно его слепить, неважно. В принципе, можно и слепленные
они не участвуют. Смотрим, где плюс, где минус. Она не сгорит, эта система, тут защита есть. Плюс вот тут. Вот видно маркировку. На аккумуляторе тоже плюс подписан. И ложим на эти контакты. Вот. 7,84, 7,85. Все четко показывает. То есть этот прибор очень точный. Очень. До сотых вольта. Не каждый даже тестер дешевый такой имеет такую точность. Очень полезный прибор для полевых условий, допустим, когда, может, и военным солдатам необходимо проверять напряжение на своих батарейках, аккумуляторах, то тоже удобно. Вот он такой взял как брелок и готов к работе, так сказать. Все, кому было интересно, пожалуйста, подписывайтесь. Будем рассматривать новые приборы. Всем хорошего дня. До свидания.